Привет, это Тостер. У нас все самое интересное о домашней технике. Реальные обзоры и тесты. Это видео будет роскошным, потому что я люблю рассказывать и показывать технику, в которой есть о чем рассказать и что показать. 3 пылесоса Miele мы сегодня близко изучим, потому что это видео топ-3 пылесосов Miele. В топе участвуют Triflex HX1 Pro, потому что он супер практичный и многозадачный. Вы это увидите. А еще знаменитый циклонник Miele Blizzard CX1. И, не боюсь этого слова, легендарная классика Miele. Пылесос с мешком для сбора пыли Complete C3, максимально упакованный в очень крутой комплектации. Мы их выбрали среди немаленького ассортимента пылесосов немецкого бренда, потому что они крутые. Сейчас вы узнаете о них все самое главное, и мы вместе попытаемся разобраться, для каких задач уборки больше подойдет одна модель, для каких другая. В общем, как ни крути, как ни пылесос, видео будет полезное. Знакомьтесь с беспроводным Miele Triflex. Это многозадачный пылесос для городской квартиры. Вот я его именно таким городским вариантом вижу, хотя ничего не мешает его и в загородном доме использовать. Причем, знаете, квартира или дом могут быть и не маленькими, потому что тут 2 аккумулятора в комплекте, и пылесосить можно до 2 часов. Это если не врубать полную мощность, конечно. Ну а когда все-таки врубаешь, время работы меньше, но тоже вполне прилично. По 17 минут от каждого аккумулятора. За 34 минуты на максимальной мощности можно прямо генеральную уборку устроить. Интересно, что оба аккумулятора могут быть всегда заряжены, потому что заряжать их можно одновременно. Есть специальный отсек для заряда второго, когда первый заряжается непосредственно в пылесосе. Ну или во время уборки. Один аккумулятор используем, другой пока заряжается. Удобно. Длительность уборки — это важно, тем более, что с Miele Triflex убирать можно много чего, от любых напольных покрытий до труднодоступных мест, где-то за шкафом, в верхних углах помещений, шторы, карнизы, а также, например, в автомобиле или какую-то точечную быструю уборку дома он тоже может обеспечить. Не зря я вначале назвал его суперпрактичным и многозадачным. Для всего этого у Triflex есть 3 конфигурации. Это такой пылесос 3 в одном. Для уборки пола, ковров режим комфорт. Моторный блок и пылесборник в этом случае внизу. Центр тяжести смещен, так что пылесосить удобно. Рука не устает, даже если реально нужно убрать большую площадь. Легко так его перемещаете по полу. И, кстати, пылесос сам понимает, убирает он твердый пол или ковер, и регулирует мощность, исходя из этого. То есть тут и экономия заряда аккумулятора, и удобство. Не нужно ничего нигде переключать, подстраивать, настраивать. Вы просто пылесосите. Мусор, кстати, хорошо видно, потому что насадка с подсветкой. И она довольно широкая, 28 сантиметров, так что за один проход собирает немало мусора. Слушайте, со временем такая уборка может даже стать своего рода медитацией. Потом заведете Инстаграм, и можно там тренинги продвигать. Научу одновременной медитации и уборки. Дорого. У нас, кстати, тоже есть Инстаграм. Подписывайтесь. Тренинги мы пока не продаем, но интересного и полезного про дом и быт там много. Другая конфигурация — это когда моторный блок с пылесборником сверху. Так удобнее достать грязь даже в местах неудобных для обычной уборки, в труднодоступных. Манипуляции для перехода из одной конфигурации в другую, несложные, привыкните быстро. Так, конечно, можно и пол пылесосить, никто не запрещает, но все же удобнее именно что-то где-то повыше, а для пола вернуться в конфигурацию комфорт, предыдущую. Еще один вариант использования вот так, как такой мобильный ручной пылесос для точечной уборки в любом месте дома. Что-то рассыпали, заметили загрязнение на полках, раз, вжух и готово, все убрано. Естественно, это и отличный автомобильный вариант. Удобно и быстро можно навести порядок в салоне. Здесь циклоническая технология отсева мусора и 3-ступенчатая фильтрация воздуха. Сначала воздух разгоняется до скорости более 100 км в час, и благодаря мини-торнадо в пылесборнике и центробежной силе в нем в пылесборнике остается весь крупный мусор. Дальше есть система фильтров перед проходом воздуха в мотор
опорный блок. Фильтры улавливают мельчайшую пыль, и уже на выходе здесь стоит HEPA-фильтр, в котором остаются микроскопические загрязнения, взвешенные частицы в воздухе, наиболее опасные для человека, в том числе пыльца растений. А еще многие вирусы, в том числе COVID-19, сами не умеют перемещаться по воздуху и прикрепляются для этого как раз к таким мельчайшим частицам, и вместе с ними остаются в HEPA-фильтре. В общем, тут все серьезно, и это подтверждается нашим тестом, который мы делали при помощи лазерного счетчика мельчайших частиц в воздухе, когда снимали этот пылесос ранее. Из пылесоса воздух выходит практически полностью очищенный. Вот такой пылесос. Главное в нем то, на мой взгляд, что его многозадачность в плане уборки отлично сочетается с продолжительной работой благодаря двум съемным аккумуляторам. Плюс немцы прокачали систему очистки воздуха от мусора и пыли. Так что даже при длительной уборке, даже аллергикам с ним должно быть вполне комфортно. Пишите в комментариях о своем опыте с Triflex. Уверен, у некоторых он уже есть дома. Следующий участник топ-3 пылесосов Miele – брутальный Blizzard. Это циклонический пылесос, он без мешка для сбора пыли. Технология отсева мусора тут схожа с тем, что мы видели в Triflex, но масштабы побольше. Тут и пылесборник вместительный, и мощность всасывания выше. Он, правда, не беспроводной, за все надо платить. Радиус действия, впрочем, у него 11 метров, так что часто переключаться из розетки в розетку при уборке и делать постоянные паузы не придется. HEPA-фильтр для задержки микроскопических частиц, аллергенов в этом пылесосе такого же класса, как у Triflex. По мере необходимости его можно очищать, иногда лучше менять, раз в год-полтора. А вот фильтр для мелкодисперсной пыли после основного пылесборника перед мотором с технологией автоочистки. Нажимаете кнопку, и через 20 секунд он чистый. Проверили очистку воздуха с помощью лазерного счетчика мельчайшей пыли в воздухе Dailas. Все работает отлично. Воздух на выходе значительно чище, чем на входе в пылесос, причем в пылесборнике был мусор. Здесь полный набор необходимых насадок. Есть и щелевая, и для мягкой мебели. Чтобы не мешали и не потерялись, для них есть место в корпусе. Отмечу, что Blizzard — это пылесос, который, согласитесь, выглядит так футуристично, высокотехнологично. Но вообще-то он не сложен в эксплуатации. Например, пылесборник легко вынимается из корпуса и нажатием одной кнопки открывается для опустошения. Вся процедура максимально упрощена, что позволяет минимизировать в итоге контакт с пылью. Очистка получается быстрая и довольно гигиеничная. Miele Blizzard — это пылесос в семью. Дети, домашние животные. Радоваться всему этому с Blizzard, на мой взгляд, легче, потому что он быстро справится с любой проблемой, касающейся уборки. А проблемы эти в больших семьях, в семьях с домашними животными могут возникать часто и неожиданно. И, кстати, не смотрите на то, что он такой слегка, квадратный, что ли, и кажется немного неповоротливым. 4 подруливающих колеса обеспечивают отличную маневренность во время уборки. В общем, если Triflex — это в том числе такой пылесос для городского пижона, прямо на гребне модных трендов, то Blizzard, повторюсь, история такая семейная. Основной пылесос в дом или квартиру. А дальше Miele Complete C3. Классика на все времена. Он для всех. Сначала просто посмотрите на него. Ничего лишнего. Такой, знаете, идеальный дизайн. Им даже пылесосить не сразу хочется. Хочется сначала рассмотреть. Мне, по крайней мере. У меня, наверное, профдеформация, но я иногда, когда смотрю на него, прямо успокаиваюсь от этих плавных линий и такой скрытой мощи, которая под капотом чувствуется. Это классический пылесос с мешком для сбора пыли.
Неоспоримый плюс такой технологии — максимальная гигиеничность. Вы просто берете полный пыли и мусора мешок и выбрасываете, меняя на новый. Мешки тут, кстати, объемные, 4,5 литра, так что хватит не на одну уборку. А чтобы мощность всасывания не падала и мешок не был переполнен, есть на корпусе индикатор его заполненности. Когда срабатывает, меняете мешок и никаких проблем с уборкой не будет. Сам мешок-пылесборник, кстати, не какая-то там тряпочка, он имеет сетчатый каркас, выполнен из прочного синтетического материала, так что задержит и осколки стекла, и мелкие камешки, и шурупы. Сам материал мешков, кстати, обладает фильтрующими свойствами и является, по сути, частью системы очистки воздуха. Пыль накапливается не только в полости, но и задерживается в стенках мешка. Кроме мешка-пылесборника, в этом праведном деле очистки воздуха, выходящего из пылесоса, участвует также предмоторный фильтр и высокоэффективный HEPA-фильтр на выходе. Все это отлично работает. Чтобы не быть голословными, мы проверили выходящий из пылесоса воздух при помощи лазерного счетчика мельчайших частиц в воздухе Dailos. В результате на выходе мы получили воздух гораздо чище того, что заходит в пылесос. Причем воздух этот проходил через мусор в мешке. Еще тут очень удобная и крутая ручка трубы всасывания. Вот, казалось бы, ручка и ручка. Управление на нее вынесено, эко-невидаль. Да, вынесено это удобно, но главное удобство не в этом. Во-первых, здесь необычное подвижное крепление всасывающего шланга. В процессе уборки шланг никогда не мешает. И вообще такой эффект рычага, который мы получаем с этой ручкой, он снимает нагрузку на запястье и, как следствие, добавляет комфорта уборки. Вот реально очень удобно и легко пылесосить. В комплекте с пылесосом идут все нужные насадки. Часть можно хранить в корпусе, щелевую для мягкой мебели, для бережной уборки с мягкой такой искусственной щетиной. Также есть классическая насадка с переключением ковер-пол, плюс вот такая вот глобальная электрощетка, турбощетка для максимально тщательной уборки ковровых покрытий, в том числе и с жестким износостойким ворсом. Она еще и с регулировками степени прилегания к полу, и мне кажется, это уже даже такой больше офисный вариант, где для очистки разных покрытий пола бывает нужно прилагать больше усилий, чем дома. Для дома можно, мне кажется, отдельно приобрести турбощетку, такую классическую. Комплит C3 удивительно удобный и, как я уже говорил, какой-то очень органичный. Мне кажется, он для всего. Большинство уборочных задач с ним легко выполнимы. Аллергикам будет максимально комфортно благодаря мешкам, которые исключают контакт с пылью, и благодаря эффективной системе очистки воздуха. Владельцы домашних животных тоже его оценят. Есть такая большая глобальная турбощетка, шерсть собирает отлично, и в офисах пригодится. Этот пылесос — доказательство того, что мешковые модели рано списывают со счетов. Настоящие ценители классику ни на что не променяют. Правда? Пишите в комментариях. Ну что, как вам эти пылесосы? Опять же, напишите в комментариях, какой из них ваш, какому лежит душа, какой пригодится вам дома. Может, уже есть, пользуетесь одним или не одним из тех, что попали в этот топ. Тогда обязательно делитесь опытом и впечатлениями. Напомню, мы говорили о Miele Triflex, беспроводном многозадачном и суперпрактичном пылесосе формата 3 в 1, о циклоническом Miele Blizzard, который я бы советовал большим семьям, где есть домашние животные, много детей. Пылесос справится даже с большими нагрузками, и о мешковом комплит, который я бы рекомендовал тем, кому важна максимальная гигиеничность уборки. Мешок, напомню, полностью исключает контакт владельца пылесоса с собранной пылью и мусором. Это был топ-3 реально полезных и крутых пылесосов Miele. Я рад, что нам на канале удалось о них рассказать, потому что это действительно интересные технологии, которые облегчают нашу жизнь. Дорого? Да, но это не ко мне. Вопросы это к ребятам из Miele. В конце концов, мы же рассказали о самых крутых моделях, а это редко
Да что там, никогда бюджетные варианты, какого производителя не возьми. К тому же у Miele большой ассортимент пылесосов по разным ценам, есть и относительно недорогие. Ну, точно доступнее по цене, чем эти. Легкой вам уборки. Это канал Тостер. Мы не делаем из бытовой техники сенсацию, мы рассказываем, как она реально работает. Подписывайтесь, ставьте лайки и делитесь этим видео с тем, кто ищет реально хороший пылесос. До новых обзоров и тестов.